здесь Даша. Вместе с Техноенотом вспоминаем историю автомобиля «Москвич-403». Смотрим и слушаем. «Москвич-403» – советский автомобиль малого класса, выпускавшийся на московском заводе малолитражных автомобилей с декабря 1962 по июль 1965 года. Автомобиль «Москвич-403» представлял собой переходную модель от «Москвича-407» к «Москвичу-408» и выпускался параллельно с ними. Автомобиль комплектовался кузовом и двигателем от «Москвича-407», а передняя подвеска, рулевой механизм, тормоза от перспективного «Москвича-408». Кузов отличался цельной длинной панелью крыши. Чтобы отштамповать такую длинную и сложную панель единой деталью, приходилось обращаться на завод имени Лихачева, на котором находился очень мощный пресс. Второй формообразующей деталью кузова считалась панель задка со сложным изгибом и значительной частью проема багажника. Кроме этого, выпускались модификации «Москвич-424» с кузовом «Универсал», грузоподъемностью 4 человека и 100 кг груза, или 2 человека и 250 кг груза, а также «Москвич-402» с кузовом-фургоном грузоподъемностью 2 человека и 250 кг груза. «Москвич-403» базовой модели практически не имел внешних отличий от «Москвича-407», за исключением задних фонарей, которые стали трехсоставными взамен двухсоставных. Только так называемая экспортная модификация М403Э имела измененное оформление: широкую решетку радиатора с прямоугольными обводами, двухэтажные молдинги на дверях, окрашенные под цвет кузова задние фонари, внешние зеркала заднего вида. «Москвич» экспортировался в Венгрию, Болгарию, Польшу, Югославию и в другие страны. Также «Москвич-403» охотно покупали в Европе, Африке, и несколько машин уехали в Англию. Эти машины были люксовых комплектаций с часами в салоне, приемниками и другими модными аксессуарами. Появился омыватель ветрового стекла, но привод стеклоочистителей оставался механическим. Впервые в отечественном автомобилестроении были применены саморегулирующие колесные тормозные цилиндры с самоподводом, модернизированная рулевая колонка. Сцепление получило гидропривод, переднее сиденье можно перемещать в продольном направлении, спинки сидений откидывать вперед и назад для устройства спальных мест. Салон автомобиля был довольно удобным и просторным. Дополнительный комфорт создавал отопитель, ламповый радиоприемник, часы, расположенные над зеркалом заднего вида. До 100 км в час автомобиль разгонялся за 36 секунд, а максимальная скорость была 115 км в час. «Москвич-403» наряду с «Волгой ГАЗ-21» вошел в историю как советский автомобиль, участвовавший в престижном европейском ралли Монте-Карло. В 1964 и 1965 годах гонщики заводской команды МЗМА на «Москвичах» вместе со спортсменами «ГАЗа» и «Нами» на «Волгах» стартовали из Минска, чтобы финишировать в столице княжества Монако. Водители и машины выдержали тяжелые испытания на зимних альпийских перевалах. Вместе с модификациями «Москвичей» 403 модели было выпущено 105 726 штук. Масштабная модель автомобиля «Москвич-403ИЭ» в СССР выпускалась на саратовском заводе «Тантал» недолгое время, в конце 70-х, в начале 80-х годов, после чего стала редкостью. В начале 2000-х годов производство модели было возобновлено, но без открывающихся дверей. В нашем сюжете использовалась та самая машина 80-х годов, но, к сожалению, состояние ее не идеальное. Но и лет ей уже много. Спасибо большое за просмотр. Ставьте большой палец вверх, если понравилось, и подписывайтесь на Техноенота. Вместе с вами мы узнаем еще много интересного.